День добрый. Начинаем серию испытаний серийных R5M. Вот у меня стандарт шестерка. Сейчас попробуем, что он нам покажет по стрельбе на 53 метра. Начальная скорость GSB 25 грамм, 1,645 грамма, 2,75. Начальное давление у нас тут 234. Поехали. У нас весна началась, вода капает. Сейчас меня закапает всего. Так, итого у нас дружочек. Что такое? Вот так всегда. На самом интересном месте. И ведь я это все выложу, покажу как есть, никаких тайн, секретов. Будем менять тонометром, что он глючит. Так, ну что, пойдем посмотрим, что там. Как вы видели, я первый магазин старался целиться.
А потом подумал, у нас же многозарядка, передний взвод, пулемет. Ну и стал стрелять, стараться быстро. В принципе, нормально, на мой взгляд. Ну вот первый магазин, это я старался, целился, а потом решил не стараться. Ну где-то здесь 22, где-то 23 миллиметра, да. И здесь, ну здесь, ну в 20-ку точно вписывается. А тут побольше, конечно, потому что 2 выстрела я дернул вниз. Но тем не менее, то есть понятно, да, как она стреляет. Особо привередливые могут засечь время между выстрелами, чтобы понять, с какой скорострельностью я стрелял. Я доволен, очень удобная винтовка, эргономика мне лично очень нравится. По сравнению с R3 мы сделали большой шаг вперед в смысле эргономики. Ее намного удобнее держать, и когда ее держишь, даже ты при стрельбе с рук, цель в прицеле держится гораздо лучше. И очень удобный взвод, и я настолько быстро к нему привык, что сейчас, когда приходится отстреливать R5, и я а назад-то уже непривычно тянуться, вперед как-то привык. Вот, надеюсь, наверное, в конце марта они будут на российском рынке или в апреле. Дело в том, что у меня очень много заказов на Запад и заказов, которые уже оплачены. Извините, ребята, я вынужден буду поставлять туда, кто первый оплатил, ну а здесь по возможности тоже. Ну, винтовка интересная, я думаю, это на самом деле будет нашим флагманом на ближайшие несколько лет, 5-7, не знаю, посмотрим. Мы, естественно, вполне нормально, микрофон-то видно, да? Слышно? Вполне нормально, что мы будем ее постоянно улучшать, что-то изменять, но это такие технические уже вопросы, которые пользователя мало будет касаться, но, естественно, они все направлены будут на улучшение характеристик винтовки. Так что встречайте, наслаждайтесь. Спасибо. Хороший темп. Ну да, я думаю, секунды между самыми быстрыми выстрелами секунды 3-4 проходило, не больше. А на меня еще вода капала сверху. Очень неприятно было на первом десятке выстрелов. Поэтому я думаю, надо побыстрее закончить. Начал щелкать. Нормально, вписывается в техническую кучность. Что и, кстати, интересно показывает, тоже много раз замечал за собой. Быстрый выстрел у меня всегда почему-то точнее, чем долгое прицеливание. Поэтому, наверное, я никогда не смогу участвовать в соревнованиях и выигрывать там какие-то места. Глухаря на сотку завалить – не вопрос. А соревнования выиграть – нет. Это еще заметил. Мне стрелять по объемным предметам гораздо легче, чем по мишени. И не знаю почему. И когда я делаю отстрелы там, по шарикам, по яйцам, по прочему, люди говорят, а что ты там не сделаешь отстрел по бумаге? Ну да, в теории бумага идеально показывает там, техническую кучность винтовки и там, прочее. Но тут нужно учитывать психологию. Кто на что заточен. Человек заточен на стрельбу по бумаге, он, конечно, покажет отличный результат. А я заточен на реальную жизнь, на реальную стрельбу, на реальную охоту. Вот. И поэтому бумага, ну, не могу. Так же, как я, например, не могу стрелять с прицелами с большой кратности. Вот я, например, если буду стрелять одну и ту же винтовку, одну и ту же дистанцию, одну и ту же мишень с прицелом, там, скажем, шестикратник дедаловский, да, или какой-нибудь там навороченный 24-кратник, у меня с шестикратником результаты будут гораздо лучше, чем с 24-кратником. Это тоже требует определенного опыта, и поэтому спортсмены, стрелки, стреляющие по бумаге с большой кратностью и прочее, они могут облажаться на охоте точно так же, как я облажаюсь при стрельбе по бумаге. Кто на что учился, как говорится. Все, пошел дальше работать. Пока. And I like the
Ну вот результат дождя, который у нас с крыши падает. Манометр запустился. Посмотрим давление, сколько осталось. 125. Мы начинали 232, по-моему, было, да? Ну, посмотрим. Проблема не в манометре, проблема в батарейках. Я объясню. К сожалению, мы, когда покупали батарейки, мы ориентировались исключительно на даташит, на ТТХ, на сайте производителя. И выбрали вроде нормальные батарейки, там они до минус 20 вроде держат и прочее разное. А опыт показал, что переохлаждение эти батарейки не держат. Они теряют вольтаж свой. Манометр тупо не запускается, потому что питания не хватает на холоде. А когда ты вносишь его в помещение, в теплое, включаешь, он начинает опять работать нормально. Проблему решаем. Мы сейчас закупаем новые батарейки Рената, они от минус 40. Ну и надеемся, что они будут работать. Ну, то есть это нормальный процесс такой, ничего здесь не сделаешь. И опять же, батарейка на самом деле это расходник, который при продаже призван показать работоспособность прибора. Посмотрите любую технику, там пихают самые дешевые батарейки. Вот. Но мы не стали самые дешевые покупать, просто так получилось. И сейчас вот мы эту Ренату будем покупать, они достаточно дорогие батарейки. Пока так. Все. Arrivederci, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Увижу вас на выставке. Пока.